Minimax выпустили новую видеомодель Hailuo 2.3. Действительно ли она способна обойти Soru 2 и Veo 3.1? Или это просто шум? Hailuo 2.3 – самая свежая видеомодель этого месяца. Она обещает реалистичную физику, динамичные камеры и лучшее понимание сложных сцен. Всем привет, я Эно, и сегодня мы сравним самые актуальные видеогенераторы. Будем тестировать текст-to-видео и image-to-видео на одинаковых промптах. И чтобы не тянуть резину, приступим прямо сейчас. Для начала мы протестируем модели в режиме текст-to-видео. И первый промпт — это сцена с паркурщиком в красной куртке, который в конце срывается с крыши. И первая генерация от Hailuo 2.3. В начале движение выглядит немного неестественно, но дальше все раскрывается красиво и строго по промпту. Дальше результат от Veo 3.1. В целом красиво, но модель почему-то добавила черные полосы сверху и снизу кадра. Есть аномалии, а также вместо того, чтобы споткнуться, персонаж сам поворачивается к краю и прыгает вниз. У Soru 2 начало интересное, но с середины какой-то бред. Результат мне не понравился, поэтому я решил проверить, как справится Soru 2 Pro. И честно говоря, результатом я был поражен. К сожалению, в плохом смысле. Soru 2 Pro выдала самую ужасную генерацию из всех. Kling 2.5, напротив, совпадает с ожиданиями. Движения правильные, и финальный прыжок с крыши выглядит неплохо, как будто он не рассчитал скорость и сорвался вниз. One 2.5 выглядит немного нелепо в этом промпте. Во второй сцене проверим, как модель справляется с пониманием сложных сцен с множеством объектов и ролей. Hailuo 2.3 выглядит очень приятно. Мягкий свет, все на своих местах, классные отражения в окне, есть даже отражение на рамах окон от проходящих людей. Небольшой минус: на девушке одета не рубашка, а футболка, что не совпадает с промптом. Veo более теплый и контрастный, также все на своих местах. Здесь особенно понравилось, что холст повернут к камере и видны мазки. Но небольшой минус, то краски лежат не на полу, как было в промпте, и смущает этот дымок у окна. У Soru 2 получилась какая-то нелепая генерация. Генерация в Kling 2.5 получилась очень приятно. Все выглядит реалистично, на своих местах, кроме саксофониста и рубашки. One 2.5 тут оказался весьма неплох. Дальше у нас image-to-video и первая сцена с воином и драконом. Короткая, но насыщенная динамикой сцена. Hailuo 2.3 с первых секунд все выглядит эффектно, но дракон изрыгает огонь куда-то в сторону. Есть непонятные отражения между камнями, но воин следует строго промпту. Veo 3.1 получился интересный, но рыцарь не успел добежать, и камень появляется из ниоткуда. Я подумал, что это связано с тем, что генерация была короткой, поэтому решил повторить эксперимент Veo, увеличив время видео вдвое. И с удвоенным временем мы получили нужную динамику. Очень нравится фактура и реализм. Дракон сделан реально качественно, текстуры на камнях тоже. Для сравнения, Hailuo выглядит более 3D-шным, и в нем меньше реализма. Soru 2 снова выдала некомпетентный результат, при том, что это самый дорогой генератор на текущее время. Kling 2.5 получился. Дракон выпускает пламя прямо в воина, и выглядит это очень эффектно. One 2.5, честно говоря, радует тем, кто догнал по качеству Veo и Soru. Я от него такого не ожидал, а иногда даже превосходит. И напоследок у нас сложная сцена с крупным планом. Машина и полицейский. Генерация в Hailuo 2.3 получилась интересной, но модель решила, что разворачиваться должен не полицейский, а машина. В Veo 3.1, как я ни пытался, машина упорно движется задним ходом и никак не может начать движение вперед, даже при усилении промпта. Зато понравилось, что на двери полицейской машины отчетливо видно надпись «Police». Soru напрочь отказалась генерировать видео по этой картинке. Я пробовал менять промпт, это не помогает, зато когда удалил картинку, промпт заработал.
Мне кажется, что дело в реальных лицах, либо это из-за униформы полицейского. Клинк 2.5 здесь такой же, как и Veo, но на двери мы уже не видим этой надписи. Видим что-то неразборчивое. Ван, на мой взгляд, получился даже лучше, чем Клинк или Veo. Я считаю, он мог бы оказаться в этой сцене лучшим, если бы машина двигалась вперед. Впрочем, думаю, этого реально добиться, улучшая промпт. Что по ценам? Показываю стоимость на самом дешевом агрегаторе FreePic, где есть все эти видеомодели. Также на официальных сайтах вам доступна тестовая бесплатная генерация где-то до 4 картинок в среднем. Hailuo предоставляет до 4 генераций в день на один аккаунт от Google почты. В One 2.5 вы можете генерировать вообще безлимитно, но стоит учитывать, что ваша генерация попадет в очередь, которая может продлиться 2 часа, а за раз можно сделать всего лишь одну генерацию. На этом наше сравнение подошло к концу. Каждая модель по-своему интересна и под разные задачи может выдавать лучший результат. Из заметных минусов я столкнулся с жесткой цензурой, особенно в Sora 2 и иногда в Veo. У китайских моделей с этим гораздо проще, а One 2.5 вообще может генерировать эротику. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. В описании оставлю все полезные ссылки, а также переходите на Boosty и Patreon. Там вас будет ждать эксклюзивный контент.